Всем привет! У нас идет третий сезон, первая неделя слияния. И одна из топовых команд, которая наносит больше всего урона, это команда разъедания. Ей мы, собственно, и будем бить первую неделю. Босс Телендор. Почему именно команда разъедания на этом боссе? Потому что специфика босса такая, что атака у нас будет порезана на 50%. Эти бафы он очень быстро на нас наложит. Уже в начале боя у нас будет вся эта порезка действовать. Но при этом у нас увеличивается критический урон на 100%. Так как у нас основной керри это Рук, ему атака особо не нужна, поэтому в принципе все это игнорируется и урон наносится довольно-таки неплохо. Также на этом боссе есть свои нюансы. Первое, это расстановка будет. Суть расстановки какая? Это потому что Гегну у нас вешает разлом, и чтобы он попадал своей ультой по всем троим, он должен стоять именно здесь, и в принципе расстановка должна быть именно такая. Пробовали чуть по-другому, если ставить, то он бьет почему-то только по двоим. Также перейдем к таймингам и покажу один нюанс. Это цикл 17,9. Почему так? Если вы сделаете 18 секунд, в принципе тоже неплохо, но там, если вы будете бить с 18 секундами циклом, вы под конец боя заметите, что не хватает буквально 2 секунды, чтобы Рук ультанул еще один раз. Так как у Рука ульта накопительная, то бишь каждая ульта она наносит все больше и больше и больше урона. Соответственно, если мы ультанем один лишний раз в конце, то это будет наша самая-самая сильная ульта. Также, если, конечно, получится в рунах сделать, то желательно сделать 17,7. Потому что именно при таких таймингах, которые у меня получилось сделать, максимальной эффективностью, потому что подбирая его скоро, мы немножко теряем статы. Если я сделаю себе 17,7, то я теряю много стат и по урону проседаю. Если у вас будет иначе, то делайте 17,7, потому что на 17,9 его ульта не успевает именно полноценно полностью все все удары нанести, потому что там их много, и получается они не все до конца долетают. Но тем не менее все равно где-то 60 миллионов прирост есть, только из-за того, что мы сдвигаем чуть-чуть цикл. Перейдем уже к самой экипировке. Начнем с питомца. Не хватает мне тут одного таланта, но будем использовать Трисима, потому что он увеличивает зональный урон. Также вернемся к Гегну, берем эти таланты ему. Делаем всем героям, стараемся завышать именно шанс крита и крит урон. И, собственно, кто вешает дебафы, тому точность. Именно у Гегну мне не получилось выжать ближе к 100%, но также еще один нюанс. Я ему поставил броньку на защиту, потому что он начинает почему-то под конец, прям в ненужный момент, умирать. А так, в принципе, разлом. Чуть-чуть ускоро, чтобы цикл был. У него получилось вообще 19,5. Сет кукольника. Далее Шмыгли. Забрал со второго сезона, получается, эту шмотку. Она здесь очень хорошо заходит, потому что увеличивает именно урон. Все, что связано с атакой, на этом боссе лучше не использовать. Лучше именно все то, что увеличивает нам прямой урон. Также мифики на зональные навыки очень хорошо заходят. И прямое увеличение урона. И, собственно, при штрафе к защите тоже эта вещь очень хорошо работает. Шанс крита ближе к 100 и крит урон. Следующая это рейта. Очень важный момент именно в ней. Потому что в отличие от Огока, она может в соло здесь держать всю команду. За счет того, что мы ставим посох. И весь хил, который от этого таланта, он получается у нас именно от урона, который мы наносим. Здесь мы делаем ей шанс крита и крит урон. Она, получается, критует по боссу. Наносит больше урона, так как у нас баф на 100% плюсом. Атака у нас будет здесь порезанная, поэтому смысла нету. Делаем точность, шанс крита, крит урон и остальное еще подбираем больше хпшки. Сет на залив ульты очень важно. И также мифик на урон при наложении щита. Такая рейта у меня получилась. В процессе боя я вам покажу, насколько мощные щиты она накладывает. Далее у нас Сакреде, я ей поставил также рога, мифики всякие. Этот мифик тут не обязательно, просто меня на нем
именно хорошие статы. Поэтому, так как нечем заменить, взял именно его. А так желательно что-нибудь, конечно, поинтереснее взять, хотя особо больше ничего не возьмешь. Обязательно на зональный урон, потому что он никак не влияет от атаки. Шанс крита чуть завышен, потому что пришлось брать перчатку от Билдель, вот такую, просто потому что другой нету. Также не забываем точность, чтобы она вешала уязвимость к яду, чтобы она каждый раз проходила. Таланты берем вот такие. И наконец-то переходим к руку. Очень важный момент, да, как его одевать. Также вот цикл 19.9, чтобы мы ультанули в самом конце. Его я собираю из двух сетов, потому что у меня так лучше всего подходят статы. Также шанс крита получается ближе к сотке. Крит урона много пока что выжать не получилось. Опять-таки еще шмотки сегодня не фармил, и банки я держал на сегодняшний день. Возможно, получится там что-то улучшить и сделать чуть-чуть больше крит урона. Потому что на сегодняшний день я держал банки со столпов, попытки на фарм шмоток, поэтому сегодня еще может быть что-то, как-то ситуация улучшится. Так, собираем из двух сетов, просто из-за того, что у нас хорошие статы. Если у вас получится, то, конечно, можно поставить какой-нибудь мифик, национальный урон, например, и собрать вот такой вот сет. Вы же поняли, да? Вот такой сет и мифик национальный урон. Тогда будет урона больше, если, конечно, мы не сильно просядем просто там. Также важный момент. Здесь, ладно, у меня атака. Вот, допустим, у меня здесь руна на ОЗ. Просто из-за того, что допы у меня здесь лучше. Также посмотрим еще. Ну да, пока что лучше у меня нету. Мы подбираем именно по допам. Атака, именно тем более на этом боссе, она нам вообще не нужна. Чем лучше у вас будут допы, именно шанс крита и крит урон, то и одевайте. Даже броня, если у вас будет, с допами лучше, чем вот, допустим, у меня здесь, да, из нужного сета, то одеваем именно ее. У меня опять-таки пока что нет такого, что какая-то броня будет лучше. Здесь, допустим, если я одену, да, я получу больше крит урона немного, но я просяду по шансу крита. Шанс крита очень тут важен, чтобы он был именно 100%. Ни в коем случае на руки нельзя его терять. Поэтому пока что вот у меня как-то так все. И сейчас покажу, как, собственно, проходит бой. Посмотрите на щиты, которые вешает Рейта. Также обратите внимание, что если мы играем через Рейту, то она вешает на боссов замедление, ускорение абсолютного навыка, и в итоге где-то к середине боя у них ротация вообще сбивается, и каждый из талендоров ультует в разное время. Сейчас они более как-то синхронно, а потом они начинают вообще что попало творить, и довольно-таки сложновато тут под конец стоять, потому что сложно защититься. Также обратите внимание, какие щиты она вообще кидает, особенно если мы ей попадаем под штраф защиты. Допустим, сейчас мы не попали, да, но тем не менее она всех очень хорошо выхиливает, всех держит. Вот сейчас будет, допустим, под штраф защиты. Все, крит сработал, щиты кидает вообще на пол хп. Это очень важно. Это именно за счет вот этих критов, которые мы собрали. Ну и давайте подождем бой до конца. Надеюсь, будет все без фейлов и все мы нормально тут доживем. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons. И вот сейчас будет тот самый момент, о котором я говорил. То, ради чего мы, в принципе, делали ускорение навыков, потому что вот та самая ульта последняя, которую он успевает кастануть. Если бы мы цикл сделали обычный 18-секундный, то этой ульты бы не было. Вот 42 успел он выстрелить, там вроде как можно даже больше. Собственно, вот такой вот урон нам получилось в данном заходе нанести. Это не самый лучший результат, но тем не менее.
Сейчас мы попробуем ударить еще без пробуд и с 3 пробудами. Вот такой результат у нас получается у Рука без пробуд, но с артефактом. Тоже довольно-таки неплохо. И сейчас ударим Руком с 3 пробудами. И, собственно, вот такой вот урон у нас с Руком на 3 пробуде. Как видите, результат уже довольно-таки неплохой. Почему я привожу пример именно 3 пробуду? Потому что между 3 и 4 вы разницы особо не ощутите именно на этом боссе. Потому что мы там получаем бонус к атаке. Как я уже сказал, здесь атака у нас порезана, поэтому разницы особой нет. Но сама 3 пробуда дает хорошие статы, это шанс крита, крит урон, поэтому разница, собственно, вот такая. Далее перейдем к командам, которые уже не через рейту, а через других саппортов. По поводу команды с Огаком. Сразу скажу, все слишком печально, очень печально. Потому что 3 цели и, допустим, тот же штраф атаки Огак не в состоянии держать на всех, при этом еще и хилить нас с боевого, да. Поэтому пока что, короче, это при том, что у нас еще и Филосия. Я сначала пробовал с другими артефактами, но уже даже перешел на жилетку, и это нам все равно не помогает. Сейчас вы сами, в принципе, увидите, что происходит. Расстановки я тоже какие только не пробовал. Тайминги также, какие только я не ставил. Самый более-менее живучий вариант, это если ставить Филосию перед ультой, а Огак в сете залива танковский. И просто по КД спамить ультой. Но опять-таки, как вы видите, штраф атаки почти не висит, потому что боевым он пытается подхилить. Плюс, допустим, там на одного стрельнет, боевым повесит штраф, а остальные, в отличие от рейта, как она делает, она кидает массовый штраф атаки, потом еще его продляет, и по итогу все 3 находятся постоянно под штрафом. Плюс она кидает жесткие щиты с подхилом. А тут у нас получается, что Огак хилит чисто от просвета, притом он еще и должен потанчивать. Филосия тоже, у нее там щиты, ну, не такие огромные, как Рейта. Получается, Рейта выполняет функции больше, чем эти 2 саппорта вместе взятых. Именно на этом боссе. За счет механики самого босса. Вот это с критуроном и так далее. Тут я уже как только просто не одевал. В принципе, да, 2 саппорта здесь, в отличие от одного, как мы до этого били. Это очень много. Вот и что бы тут ни происходило. Также у других тоже спрашивал. Вот буквально полбоя живут и все. Урон, соответственно, ну ни о чемный, потому что они просто не успевают. Шмыгли у нас милишник, он сюда прыгает. Если хотя бы этих можно куда-то убрать, и то они под конец тоже начинают очень сильно получать. Вот так что пока что я вот что только не пробовал. Я и вчера, и сегодня, и там пацаны тоже пробовали. Ни у кого пока что ничего не получается. Все хреново. Если вдруг что-то как-то изменится, то сразу же будет апдейт. Как бы с камнями проблемы. Вот хотелось бы попробовать, конечно, не знаю, какую-нибудь, может быть, финию сюда поставить. Или фрубата, я уже не знаю. Но они тут просто не живут. Учитывая, что 2 саппорта. Как его тогда вообще бить, непонятно. Очень, конечно, странно, но очень зависим именно от героя, который скрытая экза. Так что пока что, может, до вечера, там, если что-то изменится, то будет апдейт. Будем пробовать все равно. Но сейчас, сами видите, я очень много чего пробовал. Уже и максимальный уклон, именно выживаемость, да. Там нет у меня артефактов, которые там нам что-то увеличивают, именно урон. Тоже и от рога отказался, посох поставил. И все равно мы просто не живем. Конкретно на половине боя отлетает шмыгли и уже потом остальные. По поводу первых вариантов, код команды будет в описании. По поводу Огака, я, конечно, очень надеюсь, что мы что-то придумаем. Возможно, даже это будет не Огак. Просто тут под связь стихии особо-то кто вот подходит, да? Может быть, Аладия, но опять-таки для новичков, которые еще не получили, у нас как бы первая неделя идет, это не самый лучший вариант, правильно? Как бы будет нечестно по отношению к новичкам сразу на первой неделе использовать Аладию. А так из альтернатив, возможно, Финия,
попробуем. И, наверное, все-таки какой-нибудь фрубат, потому что он хотя бы может и дать штраф атаки по области. Это лучше, чем у Огака намного. И плюс хоть какой-то там подхил. Возможно, придется еще Филоси убирать туда, пробовать с фрубатом. А Огака уже там максимально как-то разгонять. Опять-таки фрубат, если будет, то тоже в этом сете, чтобы он просто максимально спамил штрафом атаки, потому что очень-очень больно бьют они. Особенно по шмыгле, потому что он милишник. Ладно, на этом пока что все. Будем думать дальше, что делать. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.